Всем привет! Меня зовут Павел Мэт, и я тренер Академии покера. Разбирая игру учеников, заметил одну закономерность, из-за которой многие начинающие игроки либо теряют очень много денег, либо, наоборот, недополучают прибыли. И происходит это при розыгрыше мелких карманных пар, от двоек до шестерок. А происходит это чаще всего из-за недопонимания игровых моментов или непонимания математики в покере. И сейчас мы с вами разберем, как необходимо разыгрывать мелкие карманные пары на префлопе. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу два эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. А как вы считаете, в чем заключается сила низких карманных пар? Поставьте это видео на паузу и напишите в комментариях свое мнение. А на мой взгляд, для начинающих игроков сила мелких карманных пар заключается в следующем. Это потенциальные шансы банка. То есть вероятность добрать в том случае, когда мы попадем в хорошую комбинацию и добрать как можно больше фишек. Конечно же, с мелкими карманными парами нас интересует комбинация сет и все, что старше. Сет – это 3 карты одного ранга. Представьте себе следующую ситуацию. У нас на руках 2 шестерки, а флоп выложили туз, дама, 6. 3 карты одного ранга, мы попали в сет. Как я думаю, вы заметили, сет – это сильная и одна из самых замаскированных комбинаций в покере. И для оппонента она нечитабельна. То есть, если мы сами себя не выдадим своей линии розыгрыша силу нашей руки, то оппоненту трудно будет прочитать, что у нас сет. И в большинстве случаев он отдаст нам также большую часть своего стека, если зацепился за доску. Основная проблема розыгрыша мелких карманных пар – это большая вероятность выхода на флопе оверкарт, который будет усложнять нам дальнейший постфлоп розыгрыш. По математике в сет и все, что старше, то есть карре, фулл-хаус, мы будем попадать в 12% случаев, либо 1 раз из 8. И при розыгрыше мелких кармашек вы должны четко понимать, что в 7 случаях из 8 вы не попадете в хорошую комбинацию. На флопе будут лежать оверкарты, которые будут усложнять вам дальнейший постфлоп розыгрыш. А если выстроить грамотную стратегию игры на префлопе с мелкими карманными парами, то мы сможем уменьшить количество сложных и непонятных ситуаций на постфлопе и, как следствие, уменьшить количество ошибок и потраченных нами денег. И первое правило – не разыгрываем их с ранних позиций. Вы должны четко понимать, что в случае, если мы будем играть опенрейзом с ранних позиций, то нам может прилететь 3-бет, и нам придется выбрасывать свои руки в пас, потому что дальнейший розыгрыш с этими руками неэффективен. Либо нас закалируют, и тогда мы будем играть на флопе, где будут лежать в 95% случаев оверкарты, и мы будем играть без позиции. Второе правило. Мы не калируем мелкие карманные пары, когда находимся на ранних позициях, и не калируем их против ранних позиций. Актуальная позиция для кола – это катов баттон, либо большой блайнд. На катофе на баттоне все просто. Мы играем колом из-за того, что мы находимся всегда в позиции, и нам легче потом принимать решение на постфлопе, потому что мы видим реакцию оппонента на выходящие карты. Плюс ко всему, за нами осталось 2 игрока, которые находятся на СБ либо на ББ, и вероятность того, что у нас зарейзит, значительно уменьшается. На большом блайнде все просто. Мы уже внесли 1 большой блайнд в раздачу, и наш кол стоит нам намного дешевле. В интернете есть правило ловли сета, так называемое правило 20. Если вы хотите закалировать, то эффективный стек, то есть наименьший стек раздачи, должен быть не меньше, чем 20х от ставки оппонента. Тут все просто, давайте на примере разберем. Представьте ситуацию с УТГ, оппонент играет 3 больших блайнда open raise, и мы принимаем решение, заходить нам в эту раздачу или нет. То есть мы его ставку умножаем на 20, получается 60 больших блайндов. То есть если у нас и у оппонента стек не меньше, чем 60 больших блайндов, то мы можем принимать участие в раздаче. И по этому правилу розыгрыш абсолютно простой. Если мы никуда не попали, мы просто играем чек либо фолд. А если попали, играем агрессивно, чтобы забрать у оппонента весь стек и окупить те ситуации, когда мы туда не попали. Вы как игрок должны играть от диапазона оппонента. А если вы только новичок, и если вы еще не разбираетесь, каким диапазоном играет оппонент, как этот диапазон попадает в доску, то обязательно воспользуйтесь этим правилом. Оно хотя бы не даст вам возможность проигрывать свои деньги. Третье правило. Не играем 3-бетом с мелкими карманными парами. Легче подобрать руку, которая имеет либо блокеры, либо небольшое эквити, но хорошую играбельность на постфлопе, то есть хорошо попадает в доски. Вы можете попасть в стрит либо флэш, в стрит-дро, флэш-дро, либо в 2 пары. А если мы хотим попасть в сет и не попали на флопе, то для того, чтобы собрать хорошую комбинацию, у нас с вами всего лишь 2 аута в колоде осталось. И четвертое правило – мы не калируем мелкие карманные пары на 3-беты.
Здесь вы должны четко осознавать, что мелкие кармашки зарабатывают попаданием в сет и все, что старше, и отталкиваются от потенциальных шансов банка, то есть вероятностью добрать как можно больше в случае, если мы попадем в хорошую комбинацию. Единственное исключение, когда мы можем закалировать на 3-бет кармашки, это когда мы играем в позиции против слабого оппонента и у нас глубокие стеки, больше чем 150 больших блайндов и у нас, и у оппонента. А теперь давайте разберем с вами раздачу из оффлайна, где игрок закалировал 3-бет с мелкими карманными парами. Итак, весь стол выбрасывает до котов, а котов играет open raise с 2 шестерками, и игрок на баттоне ставит ему 3-бет. Сразу замечу, что у игрока на баттоне не глубокий стек, всего лишь 50 больших блайндов. Котов калирует, и на флоп выходит 9-7-2, разномастная. Котов чекает, и баттон ставит all-in. После долгих раздумий шестерки улетают в пас. Но давайте с вами обсудим эту раздачу. Если бы у игрока на баттоне были тузы, дамы, короли, либо валеты, он, скорее всего, подбирал бы меньшего размера ставки для того, чтобы добрать с нас хоть сколько. Следовательно, в большинстве случаев этих рук у него не будет. И если мы на таких досках не готовы закрывать оппонента, то смысл калировать тогда наши низкие карманки. То есть мы калируем 3-бет без позиции игрока, у которого не глубокий стек. И еще я вам хочу наглядно показать, что случается в том случае, если мы неправильно разыгрываем мелкие карманные пары и к чему это приводит. Покажу я вам это на примере нашего ученика, который проводит у нас групповой курс. В принципе, винрейт у него хороший, учитывая, что он не так много отыграл рук. Да, у него есть там некоторые ошибки, которые нужно исправить, но мы сегодня посмотрим именно на розыгрыш мелких карманных пар. Итак, давайте с вами выберем мелкие карманки от двоек до шестерок. И учитывая его большой винрейт, посмотрите, как играют его мелкие карманки. Они играют минус 57 ПБ на 100. Если открыть матрицу, то тут видно, да, что если двойки, тройки, четверки играют хоть в какой-то плюс, то пятерки и шестерки беспощадно заливают по минус 200, по минус 400 ББ. А из-за чего это происходит? Давайте с вами посмотрим. Я для вас выделил несколько раздач, которые типично повторяются у него от розыгрыша к розыгрышу. Оппонент делает, точнее наш игрок делает open raise, оппонент его 3-бетит. Мы, конечно же, калируем, выходит доска, оппонент ставит и мы выбрасываем. Следующая ситуация. Мы опять играем open raise, получаем 3-бет, калируем и на такой сухой доске также сдаемся. Следующее. Играем open raise, оппонент опять нас 3-бетит, мы калируем, выходит сухой флоп, нам ставит комбет, мы играем call, выходит бланк, оппонент ставит еще больше, и, конечно же, мы тут склонны будем выбрасывать. Да, если вы уже хорошо разбираетесь в диапазонах, если вы понимаете, как диапазон оппонента попадает в доску и как его там переиграть, то, конечно же, калируйте. Если пока не знаете, как это делать, то воспользуйтесь теми правилами, которые я указал вам выше. И у вас не будет такого огромного лузрейта с низкими карманными парами. Хорошие ситуации для розыгрыша мелких карманных пар. Первое – это игра против слабого оппонента. Тут все просто. Слабые оппоненты часто не любят выбрасывать, любят калировать все подряд. И если они попали в топ-пару, то они просто с криком «заноси капусту» захотят выставиться с вами валым. Вторая ситуация – это игра в мультипотах. Вы должны четко понимать, для того, чтобы вы могли забрать стек у оппонента, необходимо, чтобы оппонент также зацепился за доску. А в мультипоте, чем больше игроков, тем чаще будет это происходить. И третий – это игра в глубоком стеке. Игроки, играя в глубоком стеке, часто переоценивают свои руки. Они готовы тащить за любые деньги свои флеш либо стрит-дро, что увеличивает вероятность оплаты вам вашей хорошей комбинации. А подводя итог всего вышесказанного, мы зарабатываем мелкими карманными парами благодаря потенциальным шансам банка, то есть вероятностью добрать у оппонента как можно больше фишек в том случае, когда мы попали в хорошую комбинацию. Также мы не хотим открываться с мелкими парами с ранних позиций, мы не хотим калировать мелкие карманные пары, когда находимся на ранней позиции, либо играем против ранней позиции, мы их не 3-бетим и мы их не калируем на 3-беты. А самая выгодная ситуация для розыгрыша мелких карманных пар – это игра против слабого оппонента, это игра в мультипоте и это игра в глубоком стеке. Всем успехов за столами, до связи!